Друзья мои, всем доброго здоровья! Сегодня поистине уникальное видео, которое хочу вам показать. Сам только что увидел. Конечно же, глазам своим верю, но если кому-то рассказывать, очень многие не поверят. На самом деле ничего как бы такого феноменального, чего неизвестно истории пчеловодства, нет. Но, тем не менее, очень мало людей читают книги и знают об этом. И когда читают, то воспринимают как какую-то сказку. Дело в том, что то, что происходит в этом улье весь сезон, произошло уже в 5-й раз. Предыстория, значит, точнее, такие вводные параметры. Значит, сегодня денечек, я не знаю, там вот вы видите в табличке, сколько в тени градусов показывают мои датчики на GSM весах. На солнце где-то там около 20 показывает. Как видите, ульи стоят не все на солнце, вот там есть несколько семеек, вот там облетывается. Здесь, тут много молодой пчелы, потому что я подсиливал печаточку, туда скидывал такую хорошую, приличную печаточку. Там нужно будет от клеща обязательно обработать. Я вчера ту семейку смотрел, но речь не о ней. Речь о том, что пчелы только-только начинают выходить на облет, но самое интересное, что до этого дня 3 недели был безоблетный период, то есть пчелы вообще не летали. Был там денек, когда, может быть, 2 крошки пыльцы принесли и все. То есть 3 недели я как раз ждал выхода расплода из этой семьи, из этой семьи. Вчера там я как раз мед поставил вместо пустых рамок, там все вышло. И вот в этой семье то же самое, практически вышли все пчелы. Но что я увидел при осмотре этого улья? Я увидел новую матку. 5-ю за сезон. Семья тихой смены. Я сейчас покажу саму мать, родоначальницу эту, и покажу дочку. И кое-что сделаем, чтобы было интересно. Значит, открываю улей при вас. Поднесу сейчас камеру поближе. Семейку я уже пересмотрел, заменил пустые рамки маломедные на полномедные, то есть полностью приготовил семью к зимовке. Это такой отводочек. Почему отводочек? Потому что эту матку изначально, мать всех этих тихосменщиц, я отсаживал сюда из дальнего ряда, потому что там была такая же ситуация. Вышла матка, и они обе ходили по рамкам, и обе сеяли, что меня удивляет. В книгах я видел не раз это, описание, что часто тихая смена характеризуется, но у меня такого никогда не было, чтобы вот так долго они вместе существовали. Почему я сделал акцент на 3 недели безоблетного периода? Я не знаю, где она умудрилась облететься, когда, именно когда. Потому что где тоже вопрос, так как у меня трутня нет ни в одной семье уже больше месяца, гораздо больше месяца, как медосбор закончился, и в конце августа уже ни одного трутня нигде не было. Но тем не менее, она облетелась. Когда я осматривал последний раз эту семью, где-то в августе месяце, наверное, я ее в сентябре и не смотрел, потому что я ее не кормил сиропом. Я ей давал рамки готовые, которые были от сильных семей. И там не было никаких маточников. Я в этом был убежден и уверен. Как она вышла, откуда, где она спрятала ее и как она облетелась, остается загадкой. Теперь смотрим на сам результат. Такой результат, друзья, для меня самого настолько интересен, что решил снять. Совершенно нет времени на это, но тем не менее. Значит, я вам показываю рамку, которую отставил за заставную, для того, чтобы пчел с нее стряхнуть и как бы полностью эту рамку убрать из семьи. Поэтому она стоит за заставной. Ну, еще для того, чтобы матка отсюда не перебежала в сам улей. Потому что я еще не решил, что буду делать с этими 2 матками. Сейчас найдем матку. Это матка меченая. И я ее не вижу. Хоть бы только не пришлось пересматривать опять все рамки. Должна же быть здесь. Может, на заставной где-то. Но она от нее далеко стояла. Небольшое, видите, пятно расплода. Там совсем несколько пчелок. Остальное все без засева. Вот, кстати, видим сейчас прямо на экране рождение новой пчелки. Выходит. Крылышки у нее здоровые. Ровненькие. Сама визуально без клеща. Мы ее сейчас вот сюда вот
труханем туда в центр гнезда, потому что здесь она отвалится. Я сейчас рамку туда-сюда буду переставлять, и она упадет и погибнет, потому что ей нужно набраться сил, покормиться. Так, засева на этой рамке нет. Слушайте, где же матка? Пока я бегал за штативом и камерой, она куда-то убежала. Ну что, теперь наша задача найти матку с красной меткой. Но я вам покажу сейчас ту матку, которая молодая. Как в песне у цыган. Молодая, да? Так, тоже очень легкая рамка, потому что она... Придавил пчелку. Думаю, что печет палец. Она ужалила. Так. Вот она маточка здесь. Никуда она не делась. Я сейчас покажу ее стамеской. Вот она, посмотрите, ходит. Большая жирненькая маточка. Причем именно она сеет. Та старенькая уже не сеет. А эта бегает. Вот она. Вот ходит. Бодренькая. Видно, что она плодная. Довольно крупное тело. Вот она. Ну и расплод здесь немножко есть. Этот расплод я тоже выкину. И, кстати, посреди, вот сейчас раздую их, посреди вот этого вот пустого пространства везде есть яйца. Яйцам этим по 2-3 дня, а есть и свеженькие. Вот посмотрите, надеюсь, видно. Так, значит, куда она у нас убежала, пока я раздувал. Итак, друзья, подытожу. Не буду долго рассказывать, как я здесь сейчас долго мучился со всеми этими матками. Это просто кошмар. Короче, итог такой. Матка, которая с красной меткой, она упала с рамки и лежала на дне. Хотя я и пересматривал дно, но, видимо, этот сектор как-то попадал под рамки, что я не замечал, что она на дне. Возможно, она не была все время на дне, а была частично на боковой стенке, когда перебегала с той рамки, на которой я ожидал ее увидеть. Переходила как раз на какую-то из рамок. И я рамки туда-сюда переставлял, и, скорее всего, в этот момент она и упала с рамки. Матка с красной меткой отличается своей какой-то такой нерасторопностью, неповоротностью, хотя сеет она нормально, но при этом она очень-очень медлительная. И, возможно, какие-то еще недостатки у нее есть, почему ее все время хотят поменять весь сезон. Я ее пустил на рамку, почему опять ищу. Вот она сидит, хочу взять крупным планом. Вы видите, она далеко не ушла от того места, в принципе, куда я ее поднял. Вот она с меточкой. Аполитка наклеена, номер видно. Так, а теперь вот она пойманная мною уже, потому что я замучился их искать. Пойманная матка новая, которую я уже успел пометить. Выпускаю ее сюда же. На эту же рамку, к этой же матке. Так, где она там есть? Ага, вот она идет. Потому что она тоже неуловимая. Бегала. Я ее поймал на бруске рамки, на боковом. И уникальность будет видео в том, что вы увидите две матки рядом, которые являются матерью и дочкой, которым пчелы не проявляют агрессии. Обе матки со свитой на рамке, причем находятся рядышком. Сейчас я их подтолкну одна к другой, чтобы убедиться в их родстве. Ну, вам убедиться, я-то знаю. Просто я знаю, какие могут быть люди. Так. Ну, это сейчас будет норовить уйти с рамки под рамку. Она уже пошла, обнюхалась. А эта красная не хочет ходить. Сидит, обслуживается. Я хочу их посадить рядом, чтобы они посмотрели друг другу в глаза, так сказать, устроить встречу, родственную встречу, чтобы мать с дочкой перетерли по душам. Так. Ну, раз дочка у нас попроворней, то пусть дочка придет к матери, правильно? Вот. Она просто проходит мимо.
Но я не буду дальше гонять матку, потому что она молодая. Сеет потихонечку, соответственно, может быть еще легенькой и может просто улететь после таких мучений. Так, одна, значит, матка, вот она, синяя, с этой стороны, и красная с этой стороны. Я в начале этого видео, пока с вами приветствовался, все думаю, времени и так нет. Тут еще эти две матки, что с ними делать, как быть и все такое. И как бы была у меня такая дилемма, что делать. Сохранить их, организовать какой-то банк маток, клеточки какие-то прицепить или еще что-то. Или отводок сделать с других пчел. Думаю, какой отводок? 11 октября, завтра еще плюс 13. А потом пошли вообще конкретные там похолодания. Ночью до плюс 2, днем вообще капец, там плюс 9. Короче говоря, думаю, может какую-то эту молодую подарю вам. Красную оставлю себе, потому что она племенная, это пешец Леклер искусственного осеменения, поэтому у нее такие и чистопородные признаки тихой смены присутствуют. Короче, подумал, что раз уж когда я нашел матку на дне, на сетке, я подумал, что вроде что оно и не холодно, она не застыла однозначно. Короче, не стал я рисковать, поэтому эксперимент, можно так сказать, продолжается. А продолжение эксперимента в том, что я оставляю этих двух маток в зиму, на одной рамке они сидят, ну там неважно, на две я их посажу или на одну, значения не имеет, они в любом случае еще будут перемешиваться. Поэтому, друзья, скорее всего, ну если будет конкретно тепло, в ноябре, может быть, там, или какое-то бабье лето будет, когда пчелы облетятся, и я посмотрю, я покажу вам семью, продолжают ли они находиться в тесной родственной связи, работая вдвоем, или нет. Если тепла не будет, значит только весной мы узнаем результат. Доживут ли эти обе матки до зимы, потому что чисто теоретически они не должны их убить сейчас. Почему? Потому что конец сезона и все такое, все может быть и так далее, плюс феромоны ослаблены, то есть неактивный сезон. Но я вам так скажу, что за время, пока эта матка у меня пребывала в других ульях и в этом также, и пока матка рассеивалась молодая, никто не убивал старую. Я удивлялся сроком, винил себя, что чаще не заглядывал. Это уже я во второй-третий раз себя винил. А сейчас я, короче, вообще не знаю. Может, они в следующем сезоне обе будут сеять. Короче, вот такая ситуация. Рад, честно говоря, что успел такой момент заснять даже чисто для себя на видео, потому что это действительно очень интересно, уникально тем, что известно, но очень редко попадается. Не знаю, там сколько случаев, на сколько случаев, но вот у меня это за мою практику такое впервые. Я думаю, связано прежде всего с чистопородностью матки, с чистыми признаками, которые есть. Ну и, соответственно, все вытекающие отсюда обстоятельства. Вам я желаю хорошей зимовки. Ага, подушку я уже сюда не кладу. Расплод нам не нужен. Чуть не забыл. И открываю дно, потому что эта семья у меня до сих пор была еще с вкладышем. Стояла. Вот я его достал, убираю подушку, убираю. Теперь нам здесь расплод абсолютно не нужен. Греть здесь больше некого. Зимуем. Всем мира, здоровья. Всем пока.